Приветствую вас на канале Сад Огород своими руками. В этом видео мы будем проводить очень важную осеннюю подкормку клубники, которая позволит нам в следующем году увидеть более обильный урожай. Но речь пойдет о клубнике короткого светового дня. Дело в том, что клубники условно можно разделить на три фототипа: короткого дня, нейтрального дня и ремонтантные длинного светового дня. Так вот, друзья, в чем разница? Дело в том, что у нас именно фототип нашей клубники короткий световой день, сорт Альба, итальянская селекция. Как определить, какого светового дня, какого фототипа клубника именно у вас? Если у вас плодоношение клубники происходит в конце мая, в начале июня, так называемое июньское плодоношение, один раз за сезон в июне, раннее плодоношение, вот значит у вас 99% клубника короткого светового дня. То есть закладка ягодных почек, цветочных почек происходит, когда день короткий, когда световой день имеется в виду, менее 12 часов. И вот сейчас, именно в конце лета, в конец августа, сентябрь, уже световой день сократился именно для нужного фотопериода. Он уже порядка 12 часов и продолжает сокращаться. Вот именно сейчас на клубнике короткого фототипа происходит закладка цветочных почек. От того, насколько мы поможем растениям сейчас и создадим идеальные условия для процесса закладки этих почек, будет зависеть, сколько цветочков мы увидим в следующем году на этих кустах. И, естественно, сколько цветочков, столько будет ягод, если мы весной поможем этим цветочкам превратиться в ягоды. Но об этом будет совершенно отдельный разговор весной. Сейчас осень, и зная о том, какой фототип нашей клубники, мы можем предпринять некоторые меры. Это не касается вот эта подкормка ремонтантной клубники, это клубника длинного светового дня ремонтантная, и нейтральная клубника есть, которая плодоносит, практически может плодоносить круглый год в закрытом грунте, ей абсолютно без разницы. Длинный день, короткий день и так далее. У нее почки цветочные закладываются с периодом каждые 6 недель. У нас один раз в году. Вот конец лета, самый конец лета, и осень. В зависимости от региона, естественно, где вы выращиваете. Давайте осмотрим. Я расскажу, что мы в целом делаем, и потом поговорим о подкормке. Что мы с ней делали, с этой клубникой? Во-первых, ей ровно год. Мы высаживали ее в ноябре прошлого года. Вот 10 месяцев этой клубники. Она очень плохо перезимовала. Поздно посадили. Плохо произошел процесс укоренения, и зимой ее выдавило, просто выдавило наверх. Вот короткий фрагмент, как она выглядела весной. Я, честно говоря, уже сомневался, продолжать ли бороться за нее, либо купить новую рассаду, пересадить и не мучиться. Но было решено, мне ее просто стало жалко. Мы решили побороться, и вот сентябрь месяц, что мы видим? Отлично развитая, на 3 рожка. Уже в основном все кусты на 3 рожка. Вот один рожок, вот другой рожок. Это двухрожковая, а так в основном по 3 рожка. И это свидетельствует о том, что это молодая клубника, которая только входит в силу. Да, в этом году мы не увидели такого обильного урожая. Но еще раз хочу сказать, из-за плохой зимовки. Вот раз рожок, 2 рожок, 3 рожок. Это клубника, которая входит в силу, и она еще будет долго и успешно радовать нас своей ягодой. 2 месяца назад, 16 июля, а сейчас конец сентября, мы ее скосили, оставив по нескольку молодых листочков. Вот короткий фрагмент на ваших экранах, что мы делали с ней в конце июля после плодоношения. И обработали от вредителей и болезней дополнительно. Как можно видеть сейчас, она вся чистенькая, за исключением некоторым, вот есть листья, они мне не нравятся, что-то с ними происходит. Естественно, при таком одиночном появлении листочков мы не будем сейчас ее обрабатывать. А вот эти пораженные листочки мы просто удалим. Штучно, единично пройдемся, посмотрим, где увидим, там мы их сорвем. Ничего в этом сложного нет. Лишний раз работать какими-либо пестицидами по любым растениям, для них это все-таки некоторый стресс. Поэтому, если есть возможность избежать
очередной обработки. Если нет острой необходимости в этой обработке, то лучше этого не делать. И проводим очень простую подкормку фосфорно-калийную. Можно просто сульфатом калия. Здесь есть именно сернокислый калий, да, вот сера есть в калии и калий. Калий помогает именно закладке почек цветочных. Но можно провести не сульфатом калия, а монофосфатом калия. Здесь фосфор и калий. Фосфор будет хорошо помогать на развитие корневой системы. А так как у нас почки цветочные закладываются именно на корневищах клубники, то я считаю, что монофосфат калия лучше применить сейчас, чем сульфат калия. Но если нет монофосфата, сульфат калия тоже отлично подойдет. Друзья, столовая ложка, либо 20 грамм на 10 литров воды. Вот в таком количестве. Не сильно горка, но и не полупустая. Монофосфат калия, он безопасен, даже если немножечко больше положите, ничего абсолютно страшного. В раствор с подкормкой я добавлю еще Байкал М. Это микробиологическое удобрение. Эффективные микроорганизмы. Я думаю, многие из вас знают, что это такое. Для чего это делать? Вот пока тепло еще, почва теплая, микроорганизмы, которые находятся в Байкале, они живые. И вот в теплой почве они еще в течение месяца, я думаю, пока почва будет теплая, будут эффективно работать. Если есть Байкал М, ну, желательно его всегда применять. Заселение эффективными микроорганизмами будь любой, по сути, грядки, любой почвы, очень эффективно со временем начинает проявляться. Мы косим даже траву на газоне, в компостную кучу, слой выложили, развели 100 мл на 10 литров воды, слеечки пролили, засыпали следующим слоем травы и опять пролили слеечки. Настолько быстрая переработка идет, потому что работают именно микроорганизмы. Если нет такого препарата, я ссылку оставлю в описании под этим видео. Можете перейти в магазин до Татьяны Викторовны, заказать, и она вам быстренько пришлет. 100 мл на 10 литров воды. Приблизительно вот столько на 10 литров воды. Больше-меньше абсолютно безопасно. Ну, вообще, чем больше, тем лучше. Потому что навредить именно этим микробиологическим удобрением невозможно. А чем больше почвенных микроорганизмов мы заселим, тем быстрее и эффективнее они начнут работать. Когда придут холода, они впадут в анабиоз, они замрут. Ну, а когда почва весной прогреется, они опять начнут работать, таким образом улучшая общую структуру почвы. Вот для чего я стараюсь регулярно добавлять Байкал во все, при проведении всех подкормок. Друзья, и по пол-литра приготовленного раствора под корень. Тут уже абсолютно ничего сложного нет. Так что, друзья, если у вас клубника короткого светового дня, то есть плодоношение у нее происходит в начале лета, то обязательно проведите такую подкормку и на следующий год посмотрите ее результаты. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всем высоких урожаев.